Я решил наконец-то разобраться с питанием. Здесь очень любят русских. Я хочу с вами поделиться первыми ощущениями от планирования. Окей, let's go. Друзья, доброе утро. Стройка под окном продолжается. В Белграде 40 градусов жары. Я болею уже почти целую неделю. Мне пришлось сократить спорт и активность. Из-за этого я сегодня чувствую, что у меня начала отниматься нога. Хочу вам напомнить, что спорт это не только про красивое тело, про быть в тонусе, иметь какой-то заряд бодрости, но в первую очередь это про здоровье. Поэтому давайте прямо сегодня сделайте растяжку, разминку, сходите на турники, побегайте, любую активность. Я на самом деле восхищаюсь людьми, которые уже в достаточно серьезном возрасте продолжают вести активный образ жизни. Для примера хочу вам привести человека, который действительно пример для подражания. Это Вим Хоф, человек, который поборол холод, можно сказать, поставил кучу мировых рекордов. Ему сейчас 62 года, но он до сих пор продолжает мотивировать, вдохновлять людей, знакомить их с возможностями их тела, раскрывать эти возможности. В молодом возрасте мы часто забываем, ребята, что спорт это обязательная привычка, то есть нужно вводить его в свою жизнь, чем раньше, тем лучше, и он действительно влияет на все сферы жизни. В общем, ладно, хватит разговоров, давайте быстренько сделаем такую тренировку. К сожалению, друзья, спортом мне еще заниматься активно нельзя. Нужно дать возможность организму восстановиться. Плюс на улице невероятная жара под 40 градусов, и там ловить нечего, поэтому я провожу по большей части время дома, работаю, закрываю какие-то накопившиеся вопросы. Также буквально несколько дней назад я решил наконец-то разобраться с питанием, сделать это правильно, обратиться к специалисту, чтобы понимать, что именно моему организму нужно, когда, в каком количестве. В общем, я попросил Наташа мой менеджер, найти нутрициолога, который сможет ответить мне на мои вопросы. Я дал следующие запросы. Мне нужно упростить питание, то есть чтобы это было максимально просто, минимум времени, без изысков, но при этом, чтобы я получал все необходимые компоненты для того, чтобы заниматься спортом, наращивать мышечную массу, чувствовать себя хорошо, чтобы было достаточно энергии, в общем, чтобы питать организм в том виде, в котором ему это нужно. В итоге нутрициолога мы нашли. Формат работы следующий. Я отправил все свои запросы, которые я уже перечислил. В ответ получил анкету, которую мне нужно заполнить с опросником. Там куча вопросов про самочувствие, про там, в общем, разные симптомы, которые появляются во время еды, после еды и так далее. Сейчас я как раз сижу это заполняю. И после этого я получу рекомендации по анализам, которые мне нужно будет сдать. И уже с этими анализами, со всеми этими результатами нутрициолог сможет мне помочь и подсказать, и рассказать, что именно, и в каком количестве, и как, и зачем, и почему мне нужно. В общем, буду делиться с вами процессом, надеюсь, что это кому-то из вас тоже будет полезно, ребята. Сегодня первым делом мне нужно сдать все необходимые анализы для нутрициолога. Спасибо большое, Кам, за то, что помогла мне найти лабораторию, и мне не пришлось на это тратить время. Я уже направляюсь туда, скоро буду на месте. Это было быстро. Заплатил я 13 тысяч сербских динар, это где-то около 10 тысяч рублей. Знаете, Сербия это единственная страна, где, когда ты достаешь российский паспорт, люди прям радуются, начинают тебе задавать вопросы: о боже, ты из России. Здесь очень любят русских. Вот, и это приятно. Сейчас я быстренько направляюсь домой, у меня впереди очень важный звонок. После расскажу вам о результатах. Результаты анализов будут готовы уже завтра, ребята. Я их отправлю нутрициологу для дальнейшей расшифровки. И в ближайшее время получу консультацию и свой идеальный план питания. Мне очень любопытно, как это будет выглядеть. Буду в процессе делиться с вами. Я вам сказал, что дома меня ожидает звонок. Это был звонок к психологу. Он продлился 2 часа. Я работаю с психологом, потому что это всегда про меня, то есть я узнаю себя в этом общении, я раскрываюсь в этом общении, я озвучиваю те ситуации, те сложности, которые происходят в моей жизни, и я получаю обратную связь у самого себя же в итоге. Психолог это по сути зеркало, которое помогает тебе просто увидеть глубину проблемы и разобраться с ней. В общем, сегодняшний мой запрос был связан с
помощью. То есть люди часто обращаются, просят чем-то помочь, это и финансово, и ментально, и какие-то советы. Это все занимает очень много времени, и я, к сожалению, не могу всем помочь, и мне периодически приходится отказывать. Но после этого всегда возникает такое ощущение, что вот такой вот ты подонок, да, там, не помог человеку. И сегодня мы разбирались, с чем же это связано. В общем, механизм следующий. Люди, которые обращаются, там, те же попрошайки на улице, да, они обычно создают ситуацию, в которой тебе их становится жалко, и ты там хочешь облегчить им жизнь. Но действовать из чувства жалости – это очень плохо, это смертельный грех. Ты тем самым человека отрубаешь ему возможности, да, то есть ты не даешь ему прожить тот опыт, который он должен прожить. Все в этом мире справедливо. Мы там, где мы должны быть, мы получаем те ситуации в жизни, которые должны помочь нам вырасти. Вопрос в том, как мы проходим эти сложности и как мы работаем с этими ситуациями. В общем, я для себя свою позицию обозначил. Я, возможно, в ближайшее время поделюсь с вами, если вам это, конечно, интересно. Скажите, если интересно, я напишу об этом пост и более подробно раскрою эту тему жалости, помощи, как потом не чувствовать себя виноватым, чтобы совесть не мучила. А пока скажите, как вы относитесь вообще к этому чувству жалости. Мне очень интересно услышать ваше мнение. Я хочу с вами поделиться первыми ощущениями от планирования. Бывают же такие дни, когда что-то меняется в твоем мышлении, в твоем отношении к самому процессу. И вчера был, мне кажется, именно такой день, потому что это был, во-первых, очень крутой день, вне зависимости от того, что я, естественно, отклонился от своего плана, и это нормально. Планирование – это не то, чтобы ты должен секунда в секунду все как робот выполнять. Нет, это у тебя есть общий вектор, понимание того, что бы ты хотел за этот день успеть, с кем бы ты хотел увидеться, какие события ты бы хотел притянуть в свою жизнь. И ты просто идешь по этому плану. Если что-то, какие-то события там происходят, какие-то там ситуации требуют твоего отвлечения, да, ты отвлекаешься, ты делаешь, потому что это жизнь, без этого никак. Но при этом у тебя не возникает чувства какой-то вины за то, что ты соскочил со своего плана. Вот. И сохраняется вектор, то есть ты знаешь, окей, эту часть я пропустил, но в следующей части я должен успеть, следующая встреча должна состояться или следующая ситуация для меня важна. Помимо этого появляется ценность времени, ты видишь четко, что ты делаешь, сколько ты на это времени тратишь, и начинаешь подмечать те обычные бытовые, там, жизненные ситуации, на которые ты обычно даже не уделяешь времени, но ты же их делаешь, ты же на это тратишь время. Поэтому пока одна только польза. У меня есть план на сегодня. По плану я уже успел сегодня пообщаться с своей командой по блогу. Впереди у меня работа по YouTube. Мне пару часов нужно посидеть, посмотреть YouTube. Это тоже работа. Нужно проанализировать, провести некие исследования для того, чтобы понять, что же все-таки лучше снимать и с чего мне начать свое дальнейшее развитие в YouTube. Получил результаты анализов, отправил нутрициологу. Я с вами обязательно поделюсь всеми результатами и расскажу, как это все работает. Вот эта встреча. Видите, вон две точки там наверху. Это наши девочки. Привет. В общем, я тут пришел, бежал, готовился. А ты мне ключи забыла оставить там, где мы с тобой условились. А я думаю, какой красивый мужчина стоит. Привет, красотка. Привет, красавчик, привет. Вот так вот, представляете, она меня оставила. Я подошел сначала, думаю, где ключи? Ну расскажи, как ты? Мне еще надо подбежать еще кое-что быстро. Ну ты всегда куда-то убегаешь, малыш. Ты подними, девчонка, мороженка. Это мороженка тебе и девочкам. О, кто это? Тут смотрите, мама нам накупила мороженого какого-то крутого, вкусного. Возьми, пожалуйста, малыш. Привет. Привет. Вы уже дома одни остаетесь? Да. Нет, Таня, это мама нас оставила. А, это мама оставила? Ага. А ты не испугалась? Да. Ты молодец, ты героиня. А Фелька за тобой следила, да? Ты присматривалась за сестрой? Да. Молодец. А А поцелуйчики будут? Да, а вот котик, давай. А где мой второй поцелуйчик, я не понял. А тем временем у нас очередной переезд, и это очень масштабный, сложный процесс. Только представьте себе, это надо все собрать, упаковать, организовать, перевести, разложить, докупить. И если обо всем этом думать и фокусироваться на этом, то можно тупо сойти с ума. Но я выбираю фокусироваться на результате. Это просторное, комфортное жилье, где мы все можем быть вместе, у каждого будет свое пространство. И такой подход, он дает гораздо больше энергии и сил. И также в любой ситуации в жизни можно выбирать, на чем концентрироваться.
И от вашего выбора будет зависеть и сам путь, и результат. Поэтому, друзья, берегите себя и выбирайте концентрироваться на позитивных аспектах. Ну все, здесь дело сделано. Остается это довести, поднять. Там, конечно, у нас будет небольшое препятствие, потому что это центральная улица и подъезда нету к дому. Придется это все еще тащить по лестнице. В общем, сейчас на месте все покажу. Все, вещички загружены, отправляемся. Let's go. Окей, let's go. То, о чем я говорил, смотрите, здесь у нас небольшое препятствие. Вот это наш дом. Нужно будет единственное подняться по этим ступенькам. Потом мы идем через кафешки. И мы дома. Хей-хей-хей! Вам здесь нравится? Очень классно. Ну что, попросторнее будет, да, мамочки? Все-таки давай договоримся, что в следующий раз квартиру выбираю я, да? Жилище, давай так. Это может быть дворец когда-нибудь. Папа, Так оно и будет. мы завтра поедем в отель. О, да, малыш. У нас еще завтра путешествие. Мы поедем за город. Решили отдохнуть сразу же, чтобы не давать себе возможность остыть. Мы поедем отдыхать. Да, конечно. Привет, любовь моя. Я в шоке, я зашла и такая, о боже. Другой мир, да? Мои девчонки устали. Вот смотрите, какие они у меня молодцы. Помогли, все быстренько разобрали. Мы сегодня просто проделали невероятную какую-то работу. За один день мы успели вычистить, сдать 2 квартиры, переехать в новую, разложить. В общем, это что-то невероятное. Я думаю, что мы заслужили 3 дня отличного отдыха за городом. Там будет много-много бассейнов. А вы знаете, Будут что... всякие источники. А вы знаете, что за городом можно сидеть в багажнике? Ну вот в багажнике ты и поедешь, видимо, малышка. Ей! Увидимся с вами уже на следующей неделе. Всем добра. Чао. Не так,